Полынь – растение предела. Она появляется там, где жизнь вынуждена переосмысливать себя. Наверное, поэтому мне особенно близка ее энергия. В ней есть что-то очень человеческое – поиск смысла в трудные моменты. Всем привет, меня зовут Алина. Здесь я рассказываю об ароматных растениях, их истории, культурные традиции и психологию их аромата. И делюсь личным опытом о том, как запахи можно использовать в работе с подсознанием. Полынь – одно из самых древних растений, которые сопровождают человека. Она растет там, где почти ничего не выживает, на сухих холмах, в степях, на каменистых склонах. Ее можно встретить в пустынях, в горах, на побережье, от Сибири до Северной Африки, от Америки до Австралии. Серебристые листья покрыты мягким пушком. Это защита от солнца и ветра. Запах у полыни сильный, горький, немного камфорный. Он легко узнается и почти всегда вызывает ощущение чистоты и свежести. Род полыни – Артемизия. Свое имя она получила в честь древнегреческой богини Артемиды, покровительницы Луны, дикой природы и женщин. В этом названии уже заложен ее характер. Полынь всегда была связана с темами защиты, очищения и восстановления. Ее горечь считали лекарством не только для тела, но и для духа. В мире известно более 500 видов полыни. Они разные, от невысоких пустынных кустиков до ароматных прибрежных трав. Но есть то, что объединяет их всех. Устойчивость, аромат и особое ощущение внутренней силы, которое она оставляет. Полынь выживает там, где другие растения сгорают от солнца. И может быть именно поэтому она стала символом выносливости, очищения и памяти. Полынь сопровождала человека с самых древних времен. Ее знали почти во всех культурах. И повсюду к ней относились с уважением и осторожностью. Одни видели в ней сильное лекарство, другие – защиту от злых духов, третьи использовали как проводник между мирами. Но смысл почти всегда оставался один – очищение. На Востоке ее считали не просто травой, а частью священных ритуалов. Она очищала и тело, и пространство, и энергию человека. В Египте, Синае, Израиле растут 3 основных вида – иудейская, пустынная и древовидная. Все они серебристые, ароматные и невероятно живучие. В долине Нила росла иудейская полынь – невысокое растение с мягкими серебристыми листьями и теплым смолистым запахом. Древние египтяне использовали ее в благовонных смесях вместе с миррой и ладаном. Этими курениями очищали храмы, гробницы, а также помещения во время ритуалов. Полынь добавляли в состав масел для бальзамирования. Считалось, что ее горечь защищает тело от распада и помогает душе перейти в иной мир. В папирусе Эберса она упоминается как средство от лихорадки и болей в животе. Но и символически полынь ассоциировалась с очищением, с возвращением равновесия и света после болезни или страдания. Она часто ассоциировалась с богиней Исидой, которая возвращает жизнь и порядок. На территории древнего Израиля и иудейской пустыни с древних времен росла полынь пустынная. Именно ее, вероятно, называют в Библии словом «лаана» – растение горечи. В Писании горечь полыни – не просто наказание, а образ очищения и осознания. Это вкус истины, к которой человек приходит через испытания. В народной традиции дымом полыни очищали дома, окуривали очаги перед праздниками, использовали как защиту от дурных влияний. Ее запах считался знаком присутствия света после тьмы. На севере и у побережья Израиля до сих пор растет полынь древовидная – Артемизия арборесценс. Местные называют ее шиба. Ее листья крупнее,
аромат чище и более свежий, с легкой комфортной нотой. Из нее делают чай – тах шива. Горьковато-пряный напиток, который пьют при простуде, усталости, тяжести в теле. Бедуины заваривали ее в молоке и клали веточки в очаг, чтобы дым очистил дом. Считалось, что она возвращает ясность, восстанавливает дыхание и защищает от дурных снов. И сегодня шиба остается в каждом доме, как простая, но священная трава повседневной жизни. Полынь на Ближнем Востоке – это не просто растение. Это часть культуры, связь с землей, с дыханием, с древней памятью. Она до сих пор несет ту же функцию, что и тысячи лет назад – очищать, возвращать и напоминать о внутренней стойкости. В Средиземноморье полынь была известна под разными видами. В первую очередь горькая полынь – Артемизия абсинтия, и обыкновенная полынь – Артемизия вулгарис. Первая – резкая, холодная, с металлическим ароматом. Вторая – мягче, теплая, с легким пряным оттенком. Полынь обыкновенную использовали женщины в обрядах, связанных с циклами Луны, зачатием и рождением детей. Настой из листьев применяли для облегчения менструаций и родовых болей. Полынные венки носили во время праздников в честь богини, как символ защиты и очищения. Горькая полынь считалась растением силы и защиты. Во время походов греческие и римские воины клали листья в сандалии, чтобы облегчить путь и не уставать. Считалось, что она отгоняет злых духов дороги. Римляне добавляли ее в вино и пищу как профилактическое средство против болезней и ядов. Плиний Старший писал, что полынь укрепляет тело, очищает кровь и делает человека невосприимчивым к усталости. У философов и врачей полынь символизировала очищение сознания. Гиппократ и Диоскорид упоминали ее как растение, восстанавливающее внутренний порядок. Она помогала не только при лихорадках и нарушении пищеварения, но и считалась травой, возвращающей ясность ума. Полынь в античном мире – это не просто лекарство. Это растение границы. Оно стояло на пересечении физического и духовного, защищало, очищало и возвращало равновесие. В Европе полынь была одной из самых уважаемых и загадочных трав. В средние века она считалась не просто лекарственным растением, а настоящим оберегом. Люди верили, что ее запах отпугивает злых духов, ведьм и болезни. Основные виды, распространенные в Европе, это полынь горькая, Артемизия абсинтия, и полынь обыкновенная, Артемизия вулгарис. Полынь входила почти во все народные ритуалы защиты. Ее клали в изголовье кровати, чтобы не снились дурные сны, вшивали в подол одежды, чтобы в дороге не подступили злые силы. Ее носили при себе путники и паломники от усталости и колдовства. В ночь на Ивана Купалу, Иоанна Крестителя, по всей Европе плели венки из полыни. Считалось, что они защищают от нечистой силы и очищают душу. Пучки полыни вешали над дверями и окнами, а дымом окуривали дом во время гроз и болезней. Даже в христианской символике полынь сохраняла двойственность. Она могла означать и очищение, и горечь наказания. Но чаще это была горечь истины, которая освобождает. В средние века полынь прочно вошла в алхимическую и медицинскую традицию. Алхимики видели в ней растение, которое вбирает огонь солнца и очищает дух. Ее использовали для изгнания мрачных испарений, то, что сегодня назвали бы меланхолией. Врач и монах Хильдегарда Бингенская писала: «Полынь очищает тело, разгоняет уныние и делает душу ясной». Она советовала настои полыни при лихорадках, отеках и тяжести на сердце, как физической, так и душевной. Полынь часто входила в состав эликсиров, которые называли водами жизни. Эти настои считались не только лекарством, но и средством для духовного пробуждения
символом перехода через горечь к свету. Для средневекового человека полынь была не столько растением, сколько знаком внутренней чистоты. Она напоминала, что путь исцеления всегда проходит через горечь. И только пройдя ее, можно стать целым. Поэтому ее запах считался запахом правды. Сильным, но честным. Тем, что не льстит, а проясняет. Полынь не только дух очищения и границ. В какой-то момент человек попробовал ее вкус. Из растения, которое веками сжигали в дыме храмов, она стала пряной травой на кухне, символом тепла, пищи и жизни. Ее земная сестра – Тархун или эстрагон, Артемизия дракункулюс. Он почти лишен горечи, зато полон мягкой свежести и сладости. Во Франции его добавляют в соусы и маринады. В Закавказье – в напиток тархун, где вкус полыни превращается в сладкое напоминание о зелени и солнце. Эстрагон – это полынь, которая спустилась с гор и вошла в дом. Она не очищает, она возвращает вкус к жизни, пробуждает тело после аскезы духа. Но полынь всегда живет на границе между светом и тенью, между наслаждением и забвением. И потому неудивительно, что в XIX веке полынь снова оказалась в центре человеческой культуры, но уже в другом образе. Теперь это был не ритуал очищения, а напиток вдохновения. Из горькой полыни начали делать настой, который стал легендой – абсент, зеленую фею Европы. Абсент появился во Франции в конце XVIII века, но его настоящая слава пришла в XIX. Это был настой полыни, аниса, масла фенхеля и других трав на спирту. Напиток был ядовито-зеленого цвета, отсюда прозвище «зеленая фея». Абсент пили не ради опьянения, его ценили за особое состояние, ясное, вибрирующее, почти мистическое. Люди говорили, что он освещает изнутри. Этому способствовал туйон, активное вещество полыни, которое в больших дозах воздействует на нервную систему, усиливая восприятие и иногда вызывая галлюцинации. Но за химией стояло нечто большее – целый культурный миф. Абсент стал напитком художников, поэтов и мечтателей, символом свободы от норм, поиска истины и вдохновения на грани. XIX век в Европе. Время, когда мир начал терять привычные опоры. Научный прогресс, индустриализация, разрыв с традициями. И художники почувствовали эту пустоту раньше всех. Так родилось направление, которое позже назовут декадансом. Искусством упадка, красоты разложения, поэзией усталости и беспокойства. Художники и поэты искали вдохновение не в гармонии, а в том, что рушится. Они тянулись к запретному, к опыту, который разрушает, но при этом дает ощущение жизни. Абсент с его горечью и прозрачной зеленью стал символом этого поиска. Его пили Ван Гог, Бодлер, Уайльд, Модильяне. Все, кто пробовал вдохновение на вкус, даже если оно жгло изнутри. Для них полынь была не просто растением. Это был аромат свободы без границ, опьянение, которое не про тело, про дух, где вдохновение и безумие становятся одной тенью. Ван Гог писал брату Тео, что абсент помогает ему видеть цвета, которых не видят другие. Его картины действительно дышат этим состоянием. Мир, наполненный светом и движением, где реальность кажется раскаленной изнутри. Шарль Бодлер одним из первых превратил абсент в образ поэзии отравленного вдохновения. Он писал: «Абсент открывает врата мечты, но за ними пустыня». Для Бодлера этот напиток стал метафорой творческого проклятия, той самой горечи, через которую рождается вдохновение, но которое может и разрушить. В цветах зла вкус полыни – это вкус запретного, страсть, граничащая с безумием.
и одновременно тоска по утраченной чистоте. Оскар Уайльд говорил: «После первого бокала ты видишь вещи такими, какие они есть, после второго – такими, какими ты их хочешь видеть, а после третьего видишь, какими они на самом деле являются». Абсент стал символом декаданса, эстетического и духовного бунта против скучной рациональности. Он воплотил в себе двойственность полыни, вдохновение и разрушение, ясность и безумие, свет и горечь. В этой зеленой фее ожил древний архетип растения перехода. Как когда-то в Египте она очищала тело, так теперь очищала восприятие. Только вместо ритуала очищения – внутренний эксперимент, где художник ищет правду через край сознания. Позже абсент был запрещен почти во всех странах Европы из-за туйона и его психотропных свойств. Но образ остался. Полынь стала метафорой вдохновения, рождающегося из внутренней тьмы, той самой горечи, что пробуждает сознание. На Востоке полынь с древних времен считалась растением, которое соединяет тело и дух. Она очищает не только пространство, но и внутренние энергии. Почти в каждой азиатской культуре ей приписывали способность выравнивать баланс между холодом и теплом, тьмой и светом, духом и телом. В Индии полынь живет во множестве ликов, как очищающий дым, как аромат молитвы, как дыхание ветра и земли. Каждый вид – отдельная история, отдельная стихия. Артемисия индика – полынь Даманака. Это древнейшая форма полыни на индийской земле. В ведические времена ее листья бросали в жертвенный огонь – хаван, вместе с сандалом и гхи. Считалось, что дым Даманаки очищает не только пространство, но и ум, возвращая человека к истине. Она принадлежала богине Дурге, той, что побеждает тьму не мечом, а светом осознания. В аюрведе полынь индийская пробуждала внутренний огонь – агни, оживляла тело, рассеивала инертность и сомнения. Это растение огня и воли, очищение через ясность. На юге Индии, в Тамил-Наду, растет ее мягкая сестра – Давана, Артемизия палленс. Ее аромат сладкий, теплый, с нотами трав и меда, словно сама земля излучает благодарность. В храмах Венкатешвары ее стебли и венки ежедневно возлагают к стопам божества. Как подношение дыхания, как выражение преданности. Говорят, что аромат даваны улавливает состояние человека, запоминает его и постепенно возвращает к гармонии. Если даманака – это огонь очищения, то давана – аромат света, что исходит из сердца. Она не выжигает, она утешает, помогая душе вспомнить, что чистота – это не наказание, а любовь. В горах Нилгири, чье имя значит «синее», растет полынь ветра и прохлады Артемизия нилагирика. Ее запах с легким ароматом камфоры и эвкалипта. Ее дымом очищают дома и алтари, рассеивая не только пыль, но и внутренний туман. Она несет дыхание воздуха, которое уносит тяжесть, сомнения, застой. Полынь Нилгири возвращает легкость восприятия, вдохновение и ясность. А на западе, у берегов Гуджарата и Раджастхана, растет морская полынь земли и соли – Артемизия маритим. В древности ее знали как сантоника. Из нее получали сантонин – вещество, что изгоняло из тела невидимых врагов, болезни, паразитов и тьму, осевшую внутри. Ее аромат – горький, солоноватый, в нем слышен шорох песка и дыхание моря. Она напоминает очищение – это возвращение к границе, где тело встречается с духом, а жизнь – со смертью. Так полынь прошла в Индии свой путь. От огня Даманаки к свету Даваны, от дыхания Нилгири к земле Маритимы. Одна очищает, другая утешает, третья рассеивает, четвертая заземляет. Все вместе – дыхание, огонь и любовь.
В Индии полынь перестала быть просто травой очищения. Она стала ароматом осознанности, молитвой, сотканной из света, земли и дыхания. В Китае полынь известна под именем айцао, буквально трава огня. Основной вид – Артемизия арги, ароматная, с мягкими густоопушенными листьями. С древности ее использовали для ритуалов очищения и как лекарственное средство. На праздник Дуаню, праздник драконьих лодок, ветви айцао вешают у дверей домов, чтобы отогнать злых духов и болезни. Считается, что аромат полыни отпугивает нечистые силы и укрепляет жизненную энергию – ци. Главное применение – айцао, моксотерапия, мокса. Из высушенных листьев делают плотные сигары или конусы, которые поджигают и подносят к акупунктурным точкам тела. Теплый дым стимулирует циркуляцию энергии, активирует внутренние ресурсы и восстанавливает равновесие. Моксотерапия – одна из древнейших практик китайской медицины, и полынь в ней считается растением солнца, которое несет внутренний свет. Помимо этого, из айцао готовят отвары при простудах и расстройствах пищеварения, а также ароматические ванны для очищения тела и энергетики. Полынь в Китае – это одновременно лекарство, символ защиты и талисман от зла. В Японии полынь называется юмоги – Artemisia princeps. Ее аромат мягкий, травяной, чуть сладковатый. Ее используют в банных ритуалах, в травах для очищения кожи и в народных медицинских ваннах. В японской культуре юмоги – символ здоровья и женской силы. Из нее делают юмоги-моти – сладости из рисового теста с добавлением полынного пюре, которые подают весной как символ обновления и очищения. Так растение, которое в других странах ассоциировалось с горечью, здесь стало вкусом жизни. В Корее полынь – это не просто растение, а часть культуры. Здесь ее называют цук и используют во всем, от медицины до кухни. Из молодых листьев делают зеленые рисовые лепешки, варят чай с сукча, а высушенные листья сжигают в моксотерапии, чтобы разогреть жизненную энергию и очистить тело. В корейской мифологии именно полынь помогла медведице превратиться в женщину и стать матерью первого корейца – Дангун. Поэтому полынь здесь – символ очищения, выносливости и внутренней трансформации. В степях Центральной Азии растут местные виды полыни. Артемизия фригида, драконкулюс, скопария. Они сопровождают кочевые народы с древности. Полынный дым использовали шаманы для очищения юрты, одежды и инструментов перед ритуалом. Считалось, что ее запах открывает путь духам предков и помогает душе найти дорогу в мир людей. Полынь – одно из немногих растений, которое растет повсюду – в холодных степях, на горах, в пустынях. Поэтому в кочевых культурах она стала символом стойкости и защиты. Ее клали под седло лошади, чтобы не изнуряла дорога, сжигали перед переходом реки или началом путешествия. Полынь в азиатской традиции – это не просто лекарство. Это растение тепла и жизни. Оно несет свет в тело, где слишком много холода, и восстанавливает движение там, где энергия остановилась. Ее дым – это дыхание земли, очищающее и возвращающее силу. Полынь – одно из немногих растений, которое смогло распространиться по всему миру. На африканском континенте и в южном полушарии она прижилась удивительно органично, вплетаясь в местные традиции исцеления, очищения и связи с духами. В Южной и Восточной Африке растет полынь африканская, Артемизия афра. Местные народы называют ее African wormwood или умхлоньяне. Она не такая горькая, как европейская полынь, но аромат у нее насыщенный, пряный, дымно-травяной, с мятными и эвкалиптовыми оттенками.
Уже много веков африканские целители применяют полынь африканскую как одно из главных лекарственных растений. Ее пьют как чай при простуде, гриппе, кашле, малярии, болях в желудке. Листья растирают и вдыхают пары при боли в голове и заложенности носа. Сухую траву сжигают и вдыхают дым, чтобы очистить дыхательные пути. Полынь африканская – не только лекарство, но и растение духовной силы. Ее дымом очищают жилища, окуривают место, где произошло горе или болезнь. Считается, что этот дым уравновешивает энергию и прогоняет тяжелых духов, остатки боли и страха. В традициях Зулу и Коса полынь африканская – растение предков. Ее запах призывает защиту тех, кто ушел, но продолжает охранять род. Когда ребенок рождался, дымом полыни очищали мать и младенца, как знак благословения. А перед важными церемониями, браком, инициацией, похоронами, обязательно сжигали пучки сухой полыни, чтобы пространство стало чистым и слышащим. Сегодня африканская полынь продолжает использоваться в народной медицине и даже изучается в клинических исследованиях, как возможное средство при воспалениях и вирусных инфекциях. Когда европейские колонисты и миссионеры привезли полынь в южное полушарие, она легко прижилась в местных условиях и смешалась с уже существующими традициями очищающих трав. В Австралии растут виды, близкие к Артемизия аннуа и Верлота рум. Их листья используют как ароматические, для отпугивания насекомых, очищения воздуха, а иногда и в обрядах у коренных народов. У австралийских аборигенов была похожая практика. Перед духовными церемониями они сжигали местные травы с резким запахом: эвкалипт, мирт, кустарниковую полынь. Этот дым очищал человека, подготавливая его к контакту с дримтайм, временем духов. В Новой Зеландии маори использовали местные виды полыни – аверлаторум, или похожие травы с горьким ароматом для очищения и лечения. Их клали в паровые ванны, прикладывали к ранам, вдыхали при простудах. Дым считался дыханием земли, через который можно просить исцеления у духов предков. Полынь в Африке и на далеких островах сохранила ту же самую функцию, что и в Египте или Китае. Она очищает пространство, защищает человека и соединяет живых с памятью рода. Где бы она ни росла, на песках пустыни, в степи или у океана, в ее запахе всегда есть одно и то же послание – очиститься, вспомнить, восстановить равновесие. На американском континенте полынь всегда была не просто растением, а частью духовной жизни и повседневной практики. Она очищала, защищала и соединяла человека с невидимым миром. Для многих коренных народов запах полыни – это запах молитвы, а ее дым – дыхание земли, которое уносит просьбы к небу. У североамериканских племен было две главные священные полыни – Артемисия тридентата, полынь трехзубчатая, Big Sagebrush, и Артемисия лудовичиана, полынь луизианская, White Sage или Prairie Sage. Первая – сила огня и духа, очищающая путь. Вторая – дыхание земли, приносящее покой и благословение. Полынь использовалась во множестве духовных традиций коренных народов – Лакота, Наваха, Чероки, Команчи и других. Ее сжигали перед молитвами, танцами, ритуалами перехода и очищения. Считалось, что дым полыни отгоняет негативную энергию, болезни, злые духи и возвращает внутреннюю ясность. Эта практика получила название смаджинг – окуривание. Сегодня многие люди снова обращаются к древним ритуалам очищения. Можно увидеть, как сжигают пучки трав, чаще всего белого шалфея, в поисках покоя, гармонии, защиты. В этом есть естественное стремление вернуть в жизни смысл, дыхание, связь с природой. Но часто эти практики становятся просто внешним действием,
если зажигать дым и не понимать, зачем именно. Тогда ритуал превращается в красивый жест, а не в процесс внутреннего выравнивания. В древности все было иначе. Полынь, как и шалфей, использовали очень бережно. Не ради эффекта, а ради состояния. Немного дыма, тихое намерение, восстановление связи с собой перед тем, как войти в священное пространство. Будь то храм, дом или просто момент тишины. Полынь напоминала: очищение – это не про удалить негатив, а про вернуться в равновесие. Про то, чтобы снова почувствовать себя частью мира, а не отделенным от него. В Центральной Америке тоже известны местные виды полыни, в частности артемизия мексиканская, которая использовалась в обрядах очищения и как лекарственная трава. Ее дым применяли при головной боли, для снятия тревоги и при простудах. В мексиканской народной медицине полынь до сих пор входит в состав травяных сборов для пищеварения и женского здоровья. В Южной Америке, где преобладают другие ароматические растения – копайба, пало-санто, рута, полынь встречается реже, но сохраняет ту же символику – очищение, переход, защита. Во всех традициях Америки полынь воспринималась как растение порога. То, что стоит между мирами и очищает путь. Она символизировала честность, внутренний огонь и способность видеть ясно. Дым полыни не был ароматом для удовольствия. Он служил как инструмент, чтобы человек услышал, что происходит внутри него, и чтобы дух мог пройти через тьму без страха. Сегодня полынь, особенно луизианская, снова активно используется. В ароматерапии, энергетических практиках, йоге и даже в парфюмерии. Но многие представители коренных народов напоминают: эти растения – часть живой традиции, а не модный аксессуар. Полынь требует уважения, брать ее с благодарностью, не вырывать с корнем, не превращать в товар без смысла. На американском континенте полынь сохранила свой древний архетип. Очищение, защита, ясность и связь с духом. Она стоит у входа в каждый ритуал, как страж, напоминая, что любой путь начинается с внутренней чистоты. Полынь прошла длинный путь от священных курений в храмах Египта до лабораторий 21 века. Но ее суть осталась той же – очищение, восстановление равновесия, возвращение к жизни. Теперь это очищение выражается не в дыме и ритуале, а в клетках, биохимии и доказательной медицине. Современная наука открыла в полыни то, что древние люди чувствовали интуитивно. Ее горечь действительно исцеляет, только сегодня мы называем это по-другому. Антиоксиданты, артемизинин, противовоспалительные свойства. Артемизинин – открытие, изменившее медицину. В 1970-х годах китайская исследовательница Ту Юю выделила из растения Артемизия аннua вещество артемизинин. Соединение, способное убивать малярийный паразит плазмодиум. Это открытие спасло миллионы жизней и стало одним из самых значимых медицинских событий XX века. В 2015 году Ту Ю получила за него Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Так древняя трава огня Востока вошла в историю мировой науки. Сегодня на основе артемизинина и его производных создаются лекарства, применяемые во многих странах. Но интерес к полыни не ограничивается малярией. Исследования показывают, что эфирные масла и экстракты различных видов полыни – горькая, африканская, однолетняя, иудейская, древовидная – обладают выраженным антимикробным и противовоспалительным действием. Они подавляют рост бактерий, грибков и простейших, снижают воспалительные процессы в тканях. В народной медицине это знали давно. Отвары полыни использовали при нарушениях пищеварения, лихорадке, паразитах. Современные исследования лишь подтверждают.
Горечь полыни стимулирует выделение желчи, улучшает пищеварение. А активные компоненты – туйон, природная камфора, цинеол, артемизинин – проявляют защитное действие на клетки печени. В последние годы изучается потенциал артемизинина и эфирных масел полыни в онкологии. Некоторые лабораторные работы показали, что артемизинин может вызывать гибель раковых клеток, особенно тех, которые содержат высокие уровни железа. Это направление только развивается, но интерес к нему растет. Ученые видят в растении возможность создания мягких, умных противоопухолевых препаратов. Если в медицине полынь очищает тело, то в ароматерапии – пространство и сознание. Это одно из тех растений, чей аромат действует не напрямую, а через ощущения. В нем есть что-то, что заставляет ум замолчать. В ароматерапии используют масла нескольких видов полыни, и каждая из них имеет свой характер. Полынь горькая, самая насыщенная по химическому составу. Содержит туйон, цинеол, борнеол, действует как стимулятор, повышает концентрацию, очищает ум. Используется в микродозах, потому что обладает сильным действием. Полынь древовидная, мягче, с камфорной свежестью. Обладает противовоспалительным и противовирусным эффектом. Ее запах чистый, холодный, воздушный. Он помогает отпустить тяжелые мысли, снять внутреннее напряжение. Полынь африканская, теплая, дымно-мятная. Работает с дыханием, открывает грудную клетку, придает чувство силы и защиты. Полынь иудейская, редкое масло, мягкое, золотистое по тону. Ее аромат сухой, солнечный, немного смолистый. Вдыхание вызывает ощущение спокойствия и укорененности, словно возвращение внутрь себя. Полынь однолетняя, имеет свежий травяной, немного фруктовый оттенок. Связана с восстановлением энергии и иммунитета, повышением жизненного тонуса. Запах полыни не принадлежит ни к приятным, ни к уютным. Он пробуждающий. Через горечь и чистоту он возвращает контакт с реальностью. В эмоциональной работе полынь помогает. При состоянии внутренней тяжести, застоя, усталости, когда нужно очистить мысли, отпустить прошлое, при тревоге, чувстве расплывчатости, утрате внутреннего направления. Это аромат перехода. Он помогает выйти из хаоса, пережить горечь и обрести ясность. В практике ароматерапии полынь применяют в диффузорах для очищения пространства и улучшения концентрации, в массажных смесях в минимальных дозах, при усталости, боли, воспалении суставов, в ароматических банях и вдыханиях, при простуде, тяжелом дыхании, в энергетических практиках, как растение очищения и защиты. Но главное ее действие – психологическое. Она дает возможность услышать тишину внутри. Многие описывают ощущения после вдыхания как ясность без эмоций, словно ум стал прозрачным. Современные исследования показывают, что эфирные масла полыни воздействуют на нервную систему через гамк-рецепторы, что может объяснять эффект расслабления и снижения тревожности. Некоторые работы отмечают легкое седативное действие и стабилизацию дыхательного ритма. А теперь немного о моем опыте. Полынь сопровождала меня в разных формах – в масле, в гидролате, в дыме. И каждый раз она действовала по-разному, иногда мягко, иногда очень глубоко, до тех мест, куда словами не дотянешься. Эфирное масло – даваны, полыни благовонной. Она родом из Индии. Там ее цветы приносят в храмы как знак преданности и света. Запах у нее особенный, теплый, золотистый, с фруктово-травяными оттенками. В нем нет горечи, только спокойное тепло, словно солнечный свет проходит через ткань. На глубинном уровне аромат даваны работает с состоянием,
когда человек чувствует отключенность от мира, ощущение, что жизнь течет сама по себе, а ты не можешь на нее повлиять. Это внутренняя зависимость от потока событий, в которой теряется чувство участия, сотворчества. Давана помогает восстановить связь с этим потоком, с миром, с другими людьми, с собственным движением вперед. Она не заставляет действовать, а мягко возвращает способность воспринимать уроки жизни. Через отношения, обстоятельства, даже через боль, но без сопротивления. Это аромат созревшего принятия, не покорности, а мудрости. Через ее теплое дыхание приходит понимание. Все, что происходит вокруг, имеет смысл, и все ведет к внутреннему согласию. Эфирное масло – полыни обыкновенной. Есть особая полынь, дикорастущая трава с берегов Средиземного моря, с земли Марокко и Южной Европы. Ее аромат не горький, а глубокий, сухой, травяной, немного дымный. Он пахнет прошлым, как будто несет в себе следы старых костров, воспоминания о человеческих историях, которые не получили завершения. На уровне бессознательного этот аромат поднимает то, что связано с поиском принадлежности, желанием соединиться с чем-то большим – Богом, человечеством, традицией, памятью рода. Но когда это желание становится болезненным, оно превращается в искажение, в ощущение одиночества, сиротства, в трудность быть с другими, в обиду на мир. Полынь помогает прикоснуться к этому пласту, к накопленным переживаниям человечества, коллективной боли, которая живет внутри каждого, как память об утраченной связи. Ее аромат словно открывает архив бессознательного и позволяет мягко распаковывать то, что раньше было слишком тяжело почувствовать. Через горечь полынь возвращает эмпатию и глубокое понимание общности всего живого. Эфирное масло полыни горькой, США. Среди всех видов полыни есть одна, чей аромат невозможно забыть. Та самая горькая полынь, из которой родился абсент. Ее запах холодный, металлический, пронзительный, как глоток воздуха после долгого сна. На глубинном уровне эта полынь соприкасается с самой сутью свободы воли. С тем моментом, когда человеку действительно дают выбор – использовать силу знания ради себя или ради жизни, следовать желаниям, власти, эго, или встать на другой путь, тот, где смысл не в обладании, а в отдаче, в созидании, в любви. Эта полынь пробуждает в человеке тень и свет одновременно. Она словно спрашивает, что ты сделаешь со своей свободой, куда направишь ту энергию, что течет через тебя. Аромат полыни соединяет силу и ответственность. Он показывает, что истинная свобода не в разрушении границ, а в осознании, зачем эти границы нужны. Это горечь, через которую рождается зрелость. Горечь, которая очищает путь к радости и чистому созиданию. Эфирное масло полыни древовидной. Она растет на прибрежных холмах Израиля, где ветер несет соль, солнце и прозрачность воздуха. Ее аромат прохладный, с оттенком горечи и тонкой лимонной сладостью. Он будто соединяет землю и небо, очищает, но не ранит. Он сразу проясняет внутреннее пространство, будто ум становится тише. На уровне бессознательного это масло связано с темой восприятия других людей, с тем, как мы чувствуем или не чувствуем чужие границы, чужую боль, чужое присутствие. Оно помогает восстанавливать способность к эмпатии и доверию, особенно там, где человек стал закрыт из-за боли, обиды, потери веры в других. Но вместе с тем аромат древовидной полыни показывает и другую сторону. Момент, когда мы поддаемся влиянию чужих эмоций или бессознательно впускаем в себя деструктивные импульсы, которые искажают наше собственное состояние. Это масло возвращает внутреннюю ясность восприятия, способность различать,
где я, а где другое, где сочувствие, а где растворение. Оно помогает оставаться открытым, не теряя опоры. Гидролат полыни древовидный – одно из тех средств, которые помогают, когда привычные опоры рушатся. Когда происходит что-то тяжелое, неожиданное, и ты не понимаешь, почему это со мной, зачем, что теперь делать. В такие моменты сознание часто застревает в петле. Мы снова и снова прокручиваем события, пытаясь найти объяснение. Или наоборот, просто закрываемся, уходим в отказ, чтобы хоть как-то не чувствовать боль. Полынный гидролат помогает начать движение из этой точки. Он не снимает боль мгновенно, он постепенно раскрывает глубинные страхи, те, что лежат под поверхностью события, и через это возвращает способность видеть смысл происходящего. С ним приходит постепенное понимание, что случилось не случайно, что это не наказание, а урок, который нужно прожить и усвоить. Гидролат помогает не застревать в вопросах «почему?», а перейти к «зачем?». И когда это осознание приходит, начинается движение вперед. Эфирное масло эстрагона США резонирует с уровнем бессознательного, связанным с переходом от материального к духовному. Оно помогает увидеть, из какого намерения рождается желание что-либо делать, из стремления взять или из готовности отдать. Это масло раскрывает тему наслаждения и смысла. Материальное удовольствие быстро гаснет, если в нем нет движения энергии наружу. А духовное рождается именно в момент отдачи, присутствия, сопереживания, участия. Эстрагон помогает различить, где желание становится зависимостью, а где способом оживления, проявления души в материи. Он мягко проясняет границу между телесным вкусом и глубинным насыщением. Между «я хочу» и «я способен чувствовать». Аромат, который не просто пробуждает вкус, а учит осознанно наслаждаться жизнью, без поглощения, через присутствие. Когда я работаю с растениями, чаще всего это эфирные масла, экстракты, гидролаты. Вещества, в которых аромат будто застывает в своей чистой форме. Их можно вдохнуть, ощутить, нанести на кожу. Они действуют мягко, постепенно. Но есть еще одна форма, с которой я пробовала работать – дым. Дым растений и смол работает иначе. Он не просто передает аромат, он касается пределов, той части психики, где уже невозможно продолжать как раньше, где ресурс исчерпан, где старые формы больше не держат. Дым словно прожигает границы, и внешние, и внутренние. Он помогает увидеть, где движение остановилось, где накопилось напряжение, которое больше нельзя удерживать. Это не очищение в бытовом смысле, а момент пересмотра, когда нужно что-то отпустить, чтобы не разрушаться изнутри. Работа с дымом – это всегда встреча с ограничениями, с тем местом, где психика говорит «так больше нельзя». И если это услышать, дым становится не концом, а началом, возможностью для перезапуска, для нового дыхания. Полынь – одно из тех растений, чей запах невозможно спутать ни с чем. Он горький, холодный, металлически чистый. Не мягкий, не сладкий, а честный. Для парфюмерии этот аромат стал символом ясности и внутренней собранности. Запахом, в котором есть воздух, дистанция и горечь правды. Запах полыни соединяет в себе противоположности. В нем есть свежесть трав, прохлада минералов и легкий анисовый оттенок. Он меняется в зависимости от вида и теруара, той самой души места, которое формирует аромат растения. Полынь, выросшая у моря, пахнет солью и солнцем. В горах – камнем и ветром, в пустыне – песком и огнем. Это аромат границы между землей и воздухом,
между телом и мыслью. Конец XIX века. Франция, 1882 год. Парфюмер Поль Парке создает аромат Фуже Рояль, королевский, папоротник. И здесь происходит нечто удивительное. Аромата у папоротника нет, у него нет эфирных масел. Но Парке хотел передать само ощущение. Тень леса, влажность после дождя, свежесть утреннего воздуха. Он использовал новейшее на тот момент открытие – синтетическую молекулу кумарин. Добавил лаванду, дубовый мох и полынную горечь. Так появился первый в мире фужерный аромат. От французского «фуже» – папоротник. Фужер не пах настоящим растением. Он стал воображаемым образом чистоты, запахом прохлады, интеллекта и внутреннего равновесия. И именно полынь дала ему ту сухую травяную ноту, которая делает композицию живой и умной. С этого началась целая эпоха. Фужер стал базой для десятков культовых ароматов. От Фуже Рояль и Диор О Саваж до Ацара, Пур Ом и Дракар Нуар. И до сих пор это основа большинства чистых, мужских и унисекс композиций. В ту же эпоху, когда рождались фужеры, в парижских кафе и студиях художники открывали другую грань полыни – абсент. Из настойки полыни, аниса и фенхеля рождался напиток, ставший символом вдохновения и безумия. Этот образ зеленой феи перешел и в парфюмерию. Появились ароматы, в которых полынь звучала уже не как символ чистоты, а как нота свободы, бунта, вдохновения на грани. Ее можно услышать в ароматах: Назамата Абсант, Флёр дю Маль, Жаполь Готье, Ветивер Экстраординер, Фредерик Маль, Ло Дармуаз Диптик. Здесь полынь играет роль катализатора. Она разрушает сладость, добавляет прохладу, создает контраст между реальностью и мечтой. На юге Европы и в странах Восточного Средиземноморья в парфюмерии используют полынь древовидную. Ее аромат мягче, с нотами камфоры, лимона и моря. Она создает ощущение воздуха, света и простора. В композициях с оливой, кипарисом, шалфеем, миртом. Иногда применяют и полынь иудейскую для сухих солнечных композиций с оттенками пустыни. Ее горечь теплее, почти смолистая, и прекрасно сочетается с ладаном и лабданумом. Сегодня полынь возвращается в нишевую и экологичную парфюмерию. Ее ценят не за экзотику, а за честность. Это нота, которая создает ощущение глубины, дистанции и внутренней тишины. В современных ароматах она нередко выступает как воздух между нотами, освежает, проясняет, структурирует композицию. Сочетается с шалфеем, вербеной, можжевельником, табаком и даже с кожаными аккордами. Полынь делает аромат вдумчивым, не соблазняющим, а раскрывающим, как дыхание после бури, как ясность после сомнения. Полынь – одно из тех растений, которые не стремятся нравиться. Она не соблазняет ароматом, не радует ярким цветом. Ее сила в горечи. И именно эта горечь делает ее одним из самых глубоких символов очищения, которые знало человечество. С древности она сопровождала человека в переходах, при рождении и смерти, в путешествиях и изгнании, болезнях, войнах, поисках и откровениях. Полынь всегда стояла на границе между телом и духом, домом и пустыней, сном и пробуждением. В ее запахе есть то, что напоминает: жизнь не только сладость, иногда именно горечь возвращает вкус к реальности. В теле она лечит, убирает жар, воспаление, инфекцию. В эмоциях очищает от тревоги и тумана.
в духе возвращает к правде, какой бы она ни была. В психоэмоциональной работе аромат полыни помогает прожить то, что мы обычно от себя прячем. Усталость, горечь, сопротивление, страх. Но пройдя через них, человек становится яснее. Полынь не обещает утешения, она предлагает зрелость. Символически это путь трансформации через противоположности. Тело, дух, горечь, свет, болезнь, восстановление. Во всех культурах этот мотив повторяется, от египетских благовоний, китайских мокса до европейских фужеров и американских ритуалов. Она всегда делает одно и то же – очищает путь. И может быть именно поэтому полынь ощущается как мост между мирами. Между тем, что мы чувствуем, и тем, что еще не можем сказать. Между памятью и вдохновением. Между внутренней тьмой и ясным светом, который появляется только после того, как мы согласились пройти через горечь. Полынь – это не просто аромат, это дыхание правды. И когда оно проходит через нас, становится легче дышать.